Австралия добывает миллионы тонн нефти в год и при этом импортирует топливо с другого конца планеты. Последний нефтеперерабатывающий завод страны закрылся в 2021, оставив континент без единого работающего производства бензина и дизеля. Страна с огромными запасами собственного сырья держит стратегический резерв топлива, которого хватит меньше, чем на месяц. Это один из худших показателей среди развитых стран мира. Как так вышло, что нефтедобывающая держава превратилась в заложника импорта? И кто на этом зарабатывает? Австралия входит в тридцатку крупнейших нефтедобывающих стран мира. Месторождения штата Западная Австралия, бассейн Карнарвон и шельф Тиморского моря дают стране около 20 миллионов тонн сырой нефти в год. При этом каждый литр бензина на австралийских заправках приехал из Сингапура, Южной Кореи или Японии. Парадокс начинается с самой нефти. Австралийское сырье, так называемая легкая малосернистая нефть, технически идеально подходит для переработки. Это не временный кризис и не результат войны или санкций. Это осознанная экономическая политика, которая длится уже несколько десятилетий. Из нее получается высококачественный бензин с минимальными затратами на очистку. Но большая часть этой нефти уходит на экспорт. В первую очередь в Китай и Японию. Чтобы понять, почему это происходит, нужно взглянуть на цифры. Взамен Австралия закупает уже готовое топливо, произведенное из ближневосточного сырья на азиатских заводах. В 80-х и 90-х в Австралии работало 8 нефтеперерабатывающих заводов. К 2010-му их осталось 4. В 2012-м закрылся завод компании Shell в Клайде. Он проработал 58 лет. В 2014-м остановился завод BP в Булвере. Последним в 2021-м закрылся завод Альтона компании ExxonMobil в Мельбурне. Все 4 закрытия произошли по одной и той же причине – экономической нецелесообразности. В 2015-м предприятие Shell в Джелонге. Австралийские заводы были маленькими по мировым меркам. Самый крупный из них перерабатывал около 120 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения, крупнейший завод Сингапура перерабатывает свыше 500 тысяч баррелей в день. Разница в масштабе означает разницу в себестоимости. Сингапурское топливо доходило до австралийских портов дешевле, чем обходилось его производство внутри страны, даже с учетом транспортных расходов и таможенных пошлин. Австралийским заводам дополнительно мешала географическая изолированность страны. Население сосредоточено в нескольких прибрежных городах, разделенных тысячами километров пустыни. Проще возить готовое топливо танкерами прямо в порты Сиднея, Мельбурна и Перта. К этому добавились экологические требования. Строить трубопроводную инфраструктуру для внутреннего рынка такого размера и при такой плотности населения экономически невыгодно. В 2000-х Австралия последовательно ужесточала стандарты качества топлива, снижала допустимое содержание серы, вводила новые нормы для бензина. Каждое такое требование означало дорогостоящую модернизацию оборудования. Нефтяные компании провели расчеты и пришли к выводу: дешевле закрыть завод и наладить импорт, чем вкладывать сотни миллионов в обновление мощностей ради сокращающегося рынка. Рынок действительно сокращался. Австралийцы активно переходили на более экономичные автомобили. Продажи дизельных грузовиков росли медленнее прогнозов. Правительство субсидировало электромобили и солнечную энергетику. Нефтяные компании смотрели на горизонт в 10-15 лет и не видели там роста спроса, который оправдал бы инвестиции в переработку. В итоге сложилась ситуация, которую австралийские эксперты по энергетической безопасности называют структурной уязвимостью. Она зависит от единственного маршрута поставок – через Малакский пролив и Индийский океан. Любое серьезное обострение в регионе, конфликт в Южно-Китайском море, блокада пролива, крупная военная операция способна отрезать Австралию от топлива за считанные недели. При этом собственных запасов, по данным Международного энергетического агентства, стране хватит примерно на 21 день. Норматив агентства для развитых стран – 90 дней. Завод в Клайде построили в 55-м на берегу реки Параматта в западном Сиднее. Полвека он снабжал топливом крупнейший город страны. Когда в 2012-м Shell объявила о закрытии, рабочие узнали об этом из новостей. Не от руководства. 250 человек потеряли работу за несколько месяцев. Оборудование частично демонтировали, частично бросили ржаветь. На месте завода сегодня строят жилой квартал. История каждого закрытого австралийского завода выглядит примерно одинаково. Сначала компания объявляет о стратегическом пересмотре операций. Затем следует заявление об убытках. Как правило, от 100 до 300 миллионов долларов в год на каждом предприятии. Потом закрытие с переводом в режим импортного терминала. Тот же Shell в Джелонге не снес инфраструктуру полностью. Он переоборудовал ее под прием танкеров с готовым топливом из Азии. Завод стал перевалочным складом. Ключевая цифра, которая объясняет все. В 2014-м себестоимость производства 1 литра бензина на австралийском заводе составляла около 70 центов. Импортная цена того же литра из Сингапура 55 центов с учетом доставки. Разница в 15 центов на литр при объемах в миллиарды литров в год означала миллиардные убытки для любого, кто продолжал производить топливо внутри страны. Сингапурское преимущество сложилось не случайно. Город-государство целенаправленно строил нефтеперерабатывающую отрасль с 60
60-х годов. Правительство Ли Куан Ю предоставляло нефтяным гигантам налоговые льготы, дешевые земельные участки на острове Джуронг и упрощенные регуляторные условия. К 90-м Сингапур стал третьим по величине нефтеперерабатывающим центром планеты после Хьюстона и Роттердама. Мощности острова площадью 700 квадратных километров превышают совокупные мощности всей Австралии в лучшие ее годы в 4 раза. Австралийское правительство в тот же период двигалось в противоположном направлении. В 80-х Канберра последовательно снимала протекционистские барьеры для отрасли, убирала субсидии, отменяла тарифную защиту, открывала рынок для импортного топлива. Логика была либеральной. Пусть рынок сам определит, где эффективнее производить товар. Рынок определил в Азии. Отдельную роль сыграли трудовые издержки. Австралийский нефтепереработчик получал в среднем 110 тысяч долларов в год. Его коллега на заводе в Южной Корее около 40 тысяч. При одинаковой технологии и сопоставимой производительности разрыв в зарплатах напрямую ложился на себестоимость каждого произведенного литра. Нефтяные компании не скрывали своих расчетов. В официальных заявлениях при закрытии заводов BP, Shell и ExxonMobil фигурировали одни и те же формулировки. Структурно неконкурентоспособное производство, избыточные мощности в регионе, вообще более эффективное использование капитала. За этими корпоративными фразами стояла простая арифметика. Деньги, вложенные в азиатскую переработку, приносили втрое больше прибыли, чем те же деньги в австралийских заводах. Правительство Австралии каждый раз реагировало одинаково, выражало обеспокоенность и не делало ничего существенного. Не вводило субсидий для сохранения производства, не создавало налоговых стимулов, не устанавливало требований к минимальному объему внутренней переработки. Единственной мерой поддержки стала программа компенсаций уволенным работникам. К 2021-му, когда закрылся последний завод в Альтоне, Австралия осталась единственной страной из членов Организации экономического сотрудничества и развития бездействующего нефтеперерабатывающего производства. Среди 38 развитых экономик мира единственной. Это не катастрофа, случившаяся внезапно. Это результат 20 лет последовательных решений, каждое из которых выглядело разумным по отдельности. Сегодня топливный рынок Австралии контролируют 4 компании. Vivi Energy, BP Австралия, Esso и Ampol. Все 4 импортируют готовое топливо с азиатских заводов и распределяют его через сеть терминалов в портах. Ни одна из них не перерабатывает нефть на австралийской земле. Все 4 зарегистрированы за пределами страны и платят налоги с прибыли в юрисдикциях с более низкими ставками. Цепочка выглядит так. Сырая нефть добывается в Западной Австралии или на шельфе. Продается азиатским покупателям, перерабатывается на заводах в Сингапуре, Южной Корее или Японии. Затем готовое топливо танкерами возвращается обратно в австралийские порты. Расстояние от месторождения до австралийской заправки через Азию составляет в среднем около 6000 километров. Прямой путь от скважины до потребителя в 10 раз короче. Ценообразование на австралийских заправках привязано к так называемому сингапурскому паритету Томасу, международному индексу стоимости нефтепродуктов, который рассчитывается на основе сингапурских оптовых котировок. Это означает, что даже если бы Австралия производила топливо внутри страны, розничные цены все равно следовали бы за сингапурским рынком. Австралийский потребитель платит по мировым ценам вне зависимости от того, откуда физически приехало топливо. Австралийская комиссия по конкуренции и защите потребителей несколько раз проводила расследование ценообразования на топливном рынке. В докладе 2017 года комиссия зафиксировала устойчивую модель. Цены на заправках в крупных городах следуют 7-дневному циклу. В начале недели цена резко поднимается, затем постепенно снижается к выходным, после чего цикл повторяется. Комиссия установила, что этот цикл не связан с реальными колебаниями оптовых цен. Он является результатом скоординированного поведения крупных розничных сетей. Формально это не картельный сговор, на компании не договариваются напрямую. Они просто наблюдают за ценами конкурентов в режиме реального времени через общедоступные данные и синхронно корректируют свои прайсы. Австралийское законодательство такую практику прямо не запрещает. Думаете, как австралийцы умудряются оставаться без собственного бензина, несмотря на горы нефти? Если хотите узнать, как нейросети могут помочь в различных аспектах, загляните на наш сайт playprofit.com. И не забудьте, что при регистрации по ссылке в описании вас ждет приятный бонус в 500 токенов. Комиссия могла только зафиксировать факт и рекомендовать потребителям заправляться в конце недели. Интереснее другое. 4 крупнейших импортера топлива контролируют не только оптовые поставки, но и розничные сети заправок. Vivi Energy управляет заправками под брендом Shell. BP своей сети. Esso работает через партнерство с Mobile. Вертикальная интеграция от танкера до топливного пистолета дает этим компаниям полный контроль над маржой на каждом этапе цепочки. Независимые заправки существуют, но занимают менее 20% рынка. Они покупают топливо у тех же 4 импортеров по оптовым ценам и конкурируют с их же розничными сетями. Это структурно невыгодная позиция, которая постепенно выдавливает независимых игроков с рынка. Государственного регулирования розничных цен на топливо в Австралии нет, за исключением Западной Австралии, где действует система
система обязательного уведомления о ценах за 24 часа до их повышения. Эта мера немного сглаживает ценовые скачки, но не меняет фундаментальную структуру рынка. В 2023-м совокупная выручка 4 крупнейших топливных импортеров на австралийском рынке превысила 40 миллиардов долларов. Налоговые поступления от этой отрасли в австралийский бюджет составили около 3 миллиардов, менее 8% от выручки. Для сравнения, австралийские горнодобывающие компании аналогичного масштаба платят в бюджет от 14 до 18% выручки. Разница объясняется просто. Прибыль от топливного импорта фиксируется в холдинговых структурах за пределами австралийской налоговой юрисдикции. В 2022 австралийцы заплатили за импортное топливо рекордные 32 миллиарда долларов. Это больше, чем страна потратила на импорт медикаментов и сельскохозяйственной техники вместе взятых. При этом в том же году Австралия экспортировала сырую нефть на 12 миллиардов долларов. Разница между этими цифрами на 20 миллиардов. Это стоимость переработки, которую Австралия отдает азиатским заводам ежегодно. Считать эту разницу потерями не совсем корректно. Экономисты спорят о том, как правильно оценивать добавленную стоимость в глобальных цепочках поставок. Но конкретные цифры говорят сами за себя. Баррель австралийской сырой нефти продается на мировом рынке примерно за $80. Из того же барреля азиатский завод производит нефтепродуктов на 110. $120 в розничных ценах, $30-40 добавленной стоимости с каждого барреля оседают за пределами Австралии. Объем австралийского экспорта сырой нефти составляет около 140 миллионов баррелей в год. Умножение дает от 4 до 5,5 миллиардов долларов добавленной стоимости, которую страна теоретически могла бы удержать внутри экономики при наличии собственной переработки. Это не абстрактная цифра. Это рабочие места, налоги и технологические компетенции, которые сейчас находятся в Сингапуре и Ульсане. Транспортная составляющая добавляет еще один парадоксальный слой. Австралия платит за фрахт танкеров дважды. Сначала, когда сырая нефть уходит в Азию, потом, когда готовое топливо возвращается обратно. Стоимость двойной транспортировки на 1 литр конечного топлива составляет около 3-4 центов. Это немного в абсолютных цифрах, но при годовом потреблении топлива в стране около 50 миллиардов литров набегает 1,5-2 миллиарда долларов ежегодно только на лишний фрахт. Есть еще один скрытый кост, который редко фигурирует в публичных дискуссиях. Стратегический запас. Международное энергетическое агентство обязывает страны-члены держать резерв топлива на 90 дней потребления. Австралия формально выполняет это требование, но с существенной оговоркой. Большая часть ее резерва физически хранится не в Австралии, а на зарубежных складах, преимущественно в США. Это так называемые тикетные запасы, бумажные права на топливо, которые находятся на другом конце планеты. В 2020-м, когда пандемия обрушила спрос и нефтяные цены упали до минимума за 20 лет, австралийское правительство наконец решило создать реальные физические резервы на территории страны. Канберра выделила $231 миллион на закупку нефти для хранения в американских стратегических резервах, то есть буквально заплатила за хранение своего топлива в другой стране. Строительство собственных хранилищ оценивалось в сумму втрое большую и растянулось бы на несколько лет. Показательная история с ценами в 2022, когда вторжение России в Украину спровоцировало глобальный топливный кризис. Австралийские цены на бензин за 3 месяца выросли на 40%. С $1.80 до $2.50 за литр. Правительство временно снизило акцизный налог на топливо вдвое. С 22 до 11 центов за литр. Эта мера обошлась бюджету в $3 миллиарда за полгода. Снижение цен на заправках составило в среднем 8-10 центов, вдвое меньше размера льготы. Разницу поглотила маржа импортера. Совокупная картина такова. Австралия ежегодно тратит на импорт топлива сумму, сопоставимую с годовым бюджетом Министерства обороны страны. При этом каждый структурный элемент этой системы, от ценообразования до налогообложения, работает в пользу зарубежных переработчиков и крупных импортеров, а не австралийской экономики или австралийского потребителя. В 1983 году правительство Боба Хоука начало масштабную либерализацию австралийской экономики. Отменялись тарифы, убирались субсидии, государственные монополии приватизировались. Логика была простой. Рынок распределяет ресурсы эффективнее государства. Нефтепереработка попала под ту же гребенку, что и текстильная промышленность, автомобилестроение и металлургия. Все эти отрасли в итоге либо исчезли, либо сократились до минимума. Тарифная защита для нефтепереработки последовательно снижалась на протяжении 90-х. В 1988-м импортная пошлина на готовое топливо составляла около 8%. К 2000-му она упала до 3%, к 2010-му до нуля. Каждое снижение делало импортное топливо дешевле и сокращало ценовой зазор, в котором могли выживать австралийские заводы. Параллельно шло ужесточение экологического законодательства. В 2002-м Австралия ввела стандарт Евро-3 для автомобильного топлива. В 2005-м Евро-4. Каждый переход требовал модернизации оборудования на заводах. Только переход на стандарт Евро-4 обошелся австралийским переработчикам в совокупности около $800 миллионов капитальных вложений. Азиатские заводы к тому моменту уже
работали по этим стандартам. Они строились позже и изначально проектировались под современные требования. Правительство Джона Говарда в 2000-х получало многочисленные предупреждения от отраслевых ассоциаций. В 2004-м Австралийская нефтяная ассоциация направила в Канберру доклад с прямым предупреждением. Без государственной поддержки отрасль потеряет конкурентоспособность в течение 10 лет. Доклад приняли к сведению. Специальной комиссии не создали, субсидий не ввели, тарифы не восстановили. Аргумент правительства был последовательным. Субсидирование неэффективных производств искажает рынок и в конечном счете вредит потребителям. Этот аргумент применялся и к автомобильной отрасли. В 2017-м закрылись последние автосборочные заводы Toyota, Холдена и Форда в Австралии. Страна стала единственным развитым государством без собственного автомобильного производства, примерно тем же, чем стала в сфере нефтепереработки. Отдельную роль сыграло лоббирование. Крупные нефтяные компании активно продвигали модель импортных терминалов как более современную и эффективную альтернативу переработки. Переход от завода к терминалу снижал операционные расходы компании, убирал сложное производство с его рисками и позволял гибко выбирать поставщиков по всему азиатскому рынку. Для акционеров это была привлекательная история, для страны другая. Профсоюз работников нефтяной промышленности несколько раз организовывал кампании против закрытия. В 2012-м, когда Shell объявила о закрытии Клайда, профсоюз провел митинги и направил петицию в парламент с подписями 30 тысяч человек. Правительство Джулии Гиллард выразило сожаление и предложило программу переобучения уволенных. Закрытие состоялось по графику. Показательно сравнение с Францией. Французское правительство в 2010-м субсидировало модернизацию нефтеперерабатывающих заводов на сумму около миллиарда евро, мотивируя это соображениями энергетической безопасности. Франция сохранила 8 действующих заводов. Австралия в тот же период не выделила на поддержку отрасли ничего и потеряла все 4. Ирония в том, что государство все равно заплатило, только не за сохранение заводов, а за последствия их исчезновения. Программа компенсации уволенным работникам, субсидии потребителям в период топливных кризисов, расходы на создание стратегических резервов, затраты на военно-морское сопровождение танкерных маршрутов в Индийском океане – все это вместе обошлось австралийскому бюджету дороже, чем обошлась бы поддержка отрасли в критический период 2000-х годов. Подсчеты этого сравнения австралийское правительство официально не публиковало. Завод Джурон Айленд в Сингапуре перерабатывает больше нефти за одни сутки, чем все австралийские заводы перерабатывали за неделю в пиковые годы. Построенный на намывном острове площадью 32 квадратных километра, он объединяет мощности Shell, ExxonMobil, ETI Сингапур, Refining Company в единый производственный комплекс с общей инфраструктурой трубопроводов, хранилищ и причалов. Экономия на масштабе здесь не абстракция, она измеряется в центах на каждом литре и миллиардах долларов в год. Южная Корея пошла другим путем, но с тем же результатом. Государственная компания SK Innovation и частный GS Caltex построили заводы в Ульсане и Йосу, ориентированные с самого начала на экспорт. Корейское правительство рассматривало нефтепереработку как стратегическую экспортную отрасль, точно так же, как судостроение и производство полупроводников. Государственные банки кредитовали строительство по льготным ставкам. Налоговые каникулы для новых мощностей достигали 10 лет. К 90-м Южная Корея стала одним из крупнейших экспортеров нефтепродуктов в мире, хотя собственной нефти в стране практически нет. Индия повторила корейскую модель с еще большим масштабом. Завод Reliance в Джамнагаре в штате Гуджарат – крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс на планете. Его мощность составляет 1 миллион 200 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения, весь австралийский рынок потребляет около 900 тысяч баррелей в сутки. То есть один индийский завод мог бы полностью обеспечить Австралию топливом и еще треть мощностей направить на другие рынки. Reliance построили за 6 лет, с 99 по 2008, вложив около 30 миллиардов долларов. Индийское правительство предоставило особую экономическую зону освобождения от таможенных пошлин на оборудование и гарантии по кредитам. Конкурентное преимущество азиатских заводов держится на 3 столпах. Первый – масштаб. Чем больше завод, тем ниже себестоимость единицы продукта. Второе – новизна оборудования. Большинство крупных азиатских заводов построены после 80-го года и изначально спроектированы под современные стандарты топлива, тогда как австралийские предприятия модернизировали оборудование 50-х и 60-х годов. Третье – государственная поддержка. Ни один крупный азиатский нефтеперерабатывающий комплекс не строился без прямого участия государства в финансировании или гарантии. Китай в 2000-х добавил к этой картине новое измерение. Государственные Синопик и Аситоа-Каноок построили серию заводов вдоль восточного побережья страны, рассчитанных в том числе на переработку австралийской сырой нефти. Китай целенаправленно скупал долгосрочные контракты на поставку австралийского сырья. Не потому,
потому что испытывал дефицит нефти, а потому что хотел загрузить свои перерабатывающие мощности качественным легким сырьем. Австралийская нефть из бассейна Карнарвон идеально подходила для производства высококачественного авиационного керосина и бензина с низким содержанием серы. В результате сложилась система, при которой Австралия фактически субсидирует загрузку азиатских заводов своим сырьем, а затем покупает обратно продукт его переработки. Азиатские переработчики получают стабильный поток качественного сырья по рыночным ценам и добавленную стоимость от его переработки. Австралия получает топливо по мировым ценам и полную зависимость от бесперебойности морских поставок. Сингапурские аналитики в отраслевых изданиях открыто называют австралийский рынок одним из наиболее привлекательных для азиатских переработчиков. Предсказуемый спрос, высокая платежеспособность потребителей, отсутствие внутренней конкуренции со стороны местного производства. Австралия в этой системе играет роль, которую в торговле обычно занимают развивающиеся страны. Экспортер сырья и импортер готовой продукции. Для страны с 26-м по величине валовым внутренним продуктом в мире это нетипичная позиция. В марте 2020-го пандемия обрушила глобальный спрос на топливо. Азиатские заводы начали сокращать производство. Танкерные маршруты нарушили. Австралия обнаружила, что ее запасы топлива упали ниже 20 дней потребления. Вдвое меньше уже катастрофически низкого норматива. Правительство провело экстренные совещания и выяснило, что у страны нет инструментов для быстрого реагирования, ни резервных мощностей переработки, ни достаточных хранилищ, ни альтернативных маршрутов поставок. Министр энергетики Ангус Тейлор публично признал, что Австралия находится в ситуации энергетической уязвимости, которая не имеет быстрого решения. Это заявление прозвучало на фоне того, что в тот же момент австралийские нефтяные платформы в Тиморском море продолжали качать нефть и отправлять ее в Азию по действующим контрактам. Военные аналитики давно просчитывали сценарии, которые политики предпочитали не обсуждать публично. Австралийский институт стратегической политики в докладе 2019 года описал конкретную модель. При эскалации конфликта в Южно-Китайском море и введении ограничений на судоходство через Малакский пролив, Австралия исчерпает топливные резервы за 18-22 дня. После этого остановится гражданская авиация, резко сократится автомобильное сообщение, возникнут перебои в цепочках снабжения продовольствием. Армия и флот получат приоритет в распределении оставшегося топлива. Но и их запасы рассчитаны не более чем на 30 дней активных операций. Малакский пролив — это 80% всех топливных поставок в Австралию. Пролив шириной в самом узком месте около 2,5 километров проходит между Малайзией и островом Суматра. Его контролирует не Австралия и не ее союзники. Любая военно-морская держава, способная заблокировать или существенно ограничить судоходство в этом районе, получает прямой рычаг давления на австралийскую экономику без единого выстрела по австралийской территории. Для сравнения, Израиль держит стратегические запасы топлива на 90 дней в подземных хранилищах. Япония почти на 118 дней, причем большая часть физически находится на японской земле. Германия на 90 дней в распределенных региональных хранилищах. Австралия в 2023 году имела физические запасы на своей территории примерно на 28 дней, и это после 2 лет целенаправленных усилий по наращиванию резервов, начавшихся в пандемии. Ситуацию усугубляет география хранения. Большинство топливных терминалов Австралии расположены в портах крупных городов — Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Перте. Они проектировались как перевалочные узлы, а не стратегические хранилища. Глубина хранения в них от 7 до 14 дней. Создание подземных хранилищ в глубине континента, аналогичных американским или немецким, требует от 8 до 12 лет строительства и инвестиций в размере от 4 до 6 миллиардов долларов. В 2021 правительство Скотта Моррисона приняло стратегию топливной безопасности. Первый комплексный документ по этой теме за 20 лет. Стратегия предусматривала наращивание физических резервов, строительство новых хранилищ и субсидирование импорта нефти для государственного резерва. Общий объем финансирования — 560 миллионов долларов на 10 лет. Это примерно столько, сколько Австралия тратит на импорт топлива за 1 неделю. Показательная реакция оборонного ведомства. Австралийские военно-морские силы в 2022 провели учения по сопровождению конвоев танкеров в Индийском океане. Впервые за 40 лет. Сам факт проведения таких учений означает, что военное командование рассматривает угрозу прерывания топливных поставок как реальный оперативный сценарий, а не теоретическую возможность. Страна, которая 20 лет назад считала энергетическую безопасность вопросом рыночной эффективности, теперь отрабатывает военные операции по защите танкерных маршрутов. В 2023-м австралийский парламент провел слушания по вопросу возможного восстановления нефтеперерабатывающих мощностей внутри страны. Вывод профильного комитета оказался однозначным. Строительство нового завода экономически нецелесообразно. Минимальный масштаб конкурентоспособного современного предприятия — 250 тысяч баррелей в сутки. Стоимость строительства от 8 до 12 миллиардов долларов. Срок окупаемости при текущей структуре рынка более 25 лет. Ни одна частная компания не возьмется за такой проект без масштабных государственных
государственных гарантий. Правительство Энтони Альбанезе, пришедшее к власти в 2022, сделало ставку на другое направление. Вместо восстановления нефтепереработки Канберра форсирует переход на возобновляемую энергетику и электромобиль. Логика понятна. Если через 15-20 лет спрос на жидкое топливо существенно сократится, строить завод с 25-летней окупаемостью не имеет смысла. Австралия делает ставку на то, что уязвимость исчезнет раньше, чем успеет реализоваться в катастрофе. Эта ставка содержит собственные риски. Переход на электромобили в Австралии идет медленнее прогнозов. В 2023 доля электромобилей в новых продажах составила около 8%. Втрое меньше, чем в Норвегии, и вдвое меньше, чем в среднем по Европе. Грузовой транспорт, авиация и морские суда, сектора, которые потребляют значительную часть топлива, не имеют готовых электрических альтернатив на горизонте 10 лет. Даже оптимистичные прогнозы предполагают, что Австралия будет зависеть от жидкого топлива как минимум до 2040 года. Есть один вариант, который обсуждается в экспертном сообществе, но пока не получил политической поддержки. Создание государственного нефтеперерабатывающего завода. Прецеденты существуют. Сингапур, Малайзия, Индонезия и большинство стран Ближнего Востока имеют государственные или частично государственные перерабатывающие мощности. Аргумент против. Австралия последние 40 лет последовательно уходила от государственного участия в промышленности. Аргумент за. Энергетическая безопасность является функцией государства точно так же, как оборона или здравоохранение. Параллельно развивается другой сценарий. Несколько компаний изучают возможность строительства в Австралии заводов по производству синтетического топлива из природного газа. Так называемый процесс Фишера-Тропша. Австралия располагает огромными запасами природного газа на северо-западном шельфе. Технология позволяет производить дизельное топливо и авиационный керосин из газа, минуя нефтепереработку. Себестоимость синтетического топлива при текущих ценах на газ примерно на 20-30% выше, чем у импортного, но она не зависит от малакского маршрута и азиатских заводов. Ответ на вопрос, заданный в начале, теперь очевиден. Австралия не перерабатывает собственную нефть не потому, что не может технически. Она не делает этого потому, что 20 лет подряд принимала решения, каждое из которых выглядело рационально в краткосрочной перспективе. Убирала тарифы, отказывалась от субсидий, позволяла закрывать заводы один за другим. Рынок сработал именно так, как должен был сработать. Производство переместилось туда, где оно дешевле. Издержки этого решения, стратегическая уязвимость, зависимость от единственного морского маршрута, 21 день резервов, не отражались в балансах нефтяных компаний. Они отражаются в балансе национальной безопасности. Финальная цифра, которая объясняет все лучше любого анализа. В 2024 году Австралия потратила на импорт готового топлива больше, чем получила от экспорта всей добытой нефти. Страна продает сырье дешевле, чем покупает продукт его переработки. Это и есть ответ на вопрос, почему нефть есть, а топлива нет.